В 1903 году британские чиновники приказали засыпать песком огромный каменный зал на побережье Индии до самого свода. Потом замуровали входы. С тех пор прошло больше 120 лет. Внутрь не входил никто. Что там осталось под песком, мы не знаем. Проверить нельзя, вскрывать запрещено. Думаете, Индия — это Тадж-Махал, специи и йога? Тогда объясните, как в VIII веке мастера полировали гранит до зеркального блеска инструментами, которых у них по учебнику не было. Почему колодец глубиной с шестиэтажный дом, вкопанный в сухую землю, сходится 3 лестницами на дне без единого сбоя? Зачем британский инженер распилил каменную колонну, лишь бы узнать, откуда она берет звук? И почему целое озеро за одну ночь стало розовым? 4 вопроса, на которые учебник не отвечает. И 2 факта, которые учебник предпочитает не замечать. Сегодня 6 мест одной страны. Монолитный храм, вырезанный сверху вниз из живой горы. Пещеры с зеркальными стенами и эхом, которое не затихает. Колодец на 13 ярусов. Каменные колонны, звучащие нотами. Кратер от метеорита, в котором вода живет по собственным правилам. И запечатанный зал, в который больше века никто не заходил. Каждое из этих мест ставит учебник в тупик. Не потому, что факты спорные, факты как раз проверяемые, задокументированные, внесенные в реестры и списки наследия. Проблема в другом. Объяснения, как это сделано, у науки до сих пор нет. И вместо признания пробела учебник предпочитает промолчать. Самое странное я оставил наконец. Место первое. Кайласанатха, в Эллоре, запад Индии, штат Махараштра, базальтовые холмы в 40 километрах от Аурангабада. Здесь в стене из вулканической породы тянется ряд пещерных храмов. 34 штуки подряд, буддийские, индуистские и джайнские, вырубленные бок о бок на протяжении нескольких веков. 3 религии в одной скале, и ни одна не стерла соседнюю. Среди них стоит 16-й, Кайласанатха. Снаружи он даже не похож на здание. Перед вами гора, которой придали форму храма. Длина около 84 метров, ширина почти 47, высота до 30 метров. Это 10-этажный дом. И все это от верхушки башни до каменных слонов в основании вырезано из одного куска породы. Шва здесь быть не может, потому что камень один. Официально святилище возвели в VIII веке при царе Кришне I из династии Раштракутов, как земное подобие горы Кайлас, обители Шивы. Дата есть, заказчик есть, замысел понятен, но учебник на этом обычно останавливается, а дальше начинается то, что объяснить сложнее. Мастера выбрали монолитный выступ базальта и начали резать его сверху вниз. Прорубили 3 глубокие траншеи, отделив будущий храм от горы. Потом пошли вглубь, выбивая крышу раньше пола, а башни раньше колонн, которые эти башни понесут. Археологическая служба Индии оценивает объем убранной породы в 200 тысяч тонн. По другим расчетам, ближе к 400 тысячам. Молотком и зубилом. Ошибку здесь исправить нельзя. Новый кирпич не положишь, балку не заменишь. Каждый удар резца убирает камень навсегда. Мастер, работающий над сводом, не имеет права промахнуться, потому что под этим сводом уже вырезаны залы. Для сравнения, Кайласанатха почти вдвое больше по площади, чем Афинский Парфенон. Парфенон знает весь мир. Эллору в школьном атласе вы вряд ли найдете. По стенам тянутся рельефы из Рамаяны и Махабхараты. У подножия вырезаны слоны и львы в полный рост. К святилищу ведет мост, тоже выбитый из скалы. Рядом поднимаются 2 столба высотой 17 метров, каждый из одного куска породы. Внутри скалы проложена дренажная система, каналы для отвода дождевой воды. Они спланированы до начала вырубки, потому что добавить их потом было бы невозможно. Мастера рассчитали не только форму храма, но и поведение воды на его поверхности. Ни одного чертежа, ни одной модели, ни одной разметки на стенах. 200 тысяч тонн щебня куда-то вывезли, и отвалы этой породы археологи до сих пор не могут уверенно найти. В 1983 году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры внесла Эллору в список всемирного наследия. Даже в обосновании комитета вопрос о методе строительства обойден стороной. Результат зафиксировали, метод не объяснили. Современные инженеры, которым показывали чертежи и фотографии, признавали, повторить вырубку сверху вниз из монолита они взялись бы только с трехмерным компьютерным расчетом, поэтапным моделированием нагрузок и страховкой от обвала.
У мастеров VIII века не было ни моделей, ни второго шанса. Весь комплекс Эллоры тянется вдоль утеса на 2 километра. 34 пещеры, вырубленные на протяжении 5 столетий разными общинами. Буддийские монахи, шиваитские жрецы, джайнские аскеты работали в одной скале бок о бок, и ни одна община не разрушила работу другой. В Европе в те же века сжигали храмы иноверцев, здесь их вырубали рядом. Храм до сих пор действующий. Каждое утро священник зажигает масляную лампу в главном зале, где стоит лингам Шивы. 1300 лет подряд, без перерыва. Туристы щелкают камерами, а за их спинами человек делает то же, что делали здесь в VIII веке. Для него этот храм не загадка, а дом Бога. Вопросы задают только те, кто приходит снаружи. Место второе. Барабарские пещеры. Штат Бихар, район Джеханабад. Голые гранитные холмы. 4 пещеры. Им 2300 лет, и это древнейшие сохранившиеся пещерные храмы на территории Индии. Британский писатель Эдвард Морган Форстер побывал здесь в начале 20 века. В 1924 году он опубликовал роман, действие которого разворачивается в Индии, и центральная сцена происходит в пещере, списанной с этого места. Герои входят, произносят слово, и оно не затихает. Звук гудит, ходит по стенам, возвращается эхом, которое сводит людей с ума. Форстер не преувеличивал. Акустика здесь такая и есть. Роман стал классикой английской литературы, получил несколько экранизаций и принес автору всемирную славу. Пещера, с которой все началось, по-прежнему стоит в Бихарских холмах. Туристов в ней бывает несколько человек в день. Большинство приезжают из-за книги, не из-за истории. Пещеры вырубили при империи Маурьев в III веке до нашей эры. Надпись в пещере Судама называет 12-й год правления царя Ашоки. Это примерно 261 год до нашей эры. С хронологией спорить трудно. Спор начинается, когда заходишь внутрь. Стены и потолки отполированы так, что в них отражается пламя фонаря. Гранит, твердость которого по шкале Маоса около 7, обработан до блеска, который сегодня дают промышленные шлифовальные станки. Ученые называют это маурийской полировкой. Археолог Видула Джайсвал из Бенаресского индусского университета, изучавшая пещеры, отмечала, что полировка нанесена не только на стены, но и на потолок. Случайное затирание от прикосновений исключено. Даже полировка покрывает знаменитые колонны Ашоки и львиную капитель, которая сегодня смотрит с государственного герба Индии. Один и тот же блеск на твердом камне, одна и та же технология, которую никто не смог воспроизвести. Часть исследователей допускает нагрев породы и обработку специальной пастой, другие указывают на долгое ручное шлифование с минеральными абразивами. Но ни один современный эксперимент не дал такого результата на граните. Ни один. Вход в пещеру Ломас-Риши вырезан в форме арки, повторяющей деревянную хижину до последней балки, которой здесь нет, потому что все это камень. 2 ряда резных слонов по сторонам проема, каждый выполнен с детализацией, которую ждешь от дерева или бронзы, но не от гранита. Внутри 2 камеры, прямоугольная прихожая и круглый зал с куполом, выдолбленные в сплошной глыбе. Заказчики пещер Адживики верили, что все в жизни предопределено до последнего шага. Секта когда-то соперничала с буддизмом, а потом исчезла. Знаем мы о ней в основном от ее противников. Буддийские и джайнские тексты упоминают адживиков с неприязнью, как опасных конкурентов. К IV веку нашей эры секта растворилась, не оставив ни одного собственного текста, ни одного храма на поверхности. Только эти 4 подземные камеры с зеркальными стенами. Доступ в пещеры то открывают, то закрывают. Надписи изучены поверхностно. Полноценной экспедиции с современным оборудованием здесь не было ни разу. Зеркальный блеск на камне, который не дается современным мастерам. Зал настроенный так, что звук в нем живет сам по себе. И секта, которая все это заказала и растворилась, не оставив ни одного рецепта. Место 3. Чанд-Баори. Штат Раджастхан, деревня Абанери, 40 минут от Джайпура. Жара под 50, редкая тень, сухая рыжая земля. И посреди этого, прямо в грунте, провал, от которого кружится голова. Чанд-Баори – ступенчатый колодец. 13 ярусов вниз, около 3500 ступеней по 3 стенам. Глубина 20 метров.
шестиэтажный дом, вкопанный в землю. Ступени идут плотными зигзагами ряд за рядом, и строгий узор не сбивается ни на одном уровне. Построили его в VIII или IX веке при царе Чанде из династии Никумбха. Официальное объяснение простое. В засушливом краю копали глубокие колодцы и обкладывали ступенями, чтобы спускаться к воде. Верно, но не полно. Потому что Чанд-Баори не выглядит как колодец. Он выглядит как перевернутая пирамида, вычерченная с точностью, которую ожидаешь от архитектора с линейкой и отвесом. Ступени по 3 стенам расположены строгими зигзагами, и каждая линия параллельно соседней от верхнего края до самого дна. Нигде ни сбоя, ни отклонения. Археологи, изучавшие кладку, отмечали: на верхних ярусах камни подогнаны плотнее, на нижних, где давление грунта выше, оставлены микроскопические зазоры для компенсации. Случайно так не делают, колодец строили вниз. Каждый ряд ступеней укладывали глубже предыдущего, в тесноте, под землей, без лазерных уровней и цифровой разметки. 3 лестницы сходятся у воды без ошибки. Сверху конструкция выглядит как вычисленная сеть. У дна температура на 5-6 градусов ниже, чем наверху. Люди спускались сюда не только за водой, но и переждать дневной зной. Рядом стоит храм богини Харшат-Мата, покровительницы радости. С 4-й стороны поднимаются галереи с балконами, откуда знать смотрела на воду во время ритуалов. Колодец совмещал функцию храма, площади и инженерного сооружения. Таких колодцев по западу Индии когда-то были тысячи. Называли их Баори и Вав. В колониальную эпоху британская администрация объявила их рассадником болезней. Часть засыпали, часть закрыли, взамен поставили водопроводные колонки. Целый пласт архитектуры воды ушел из памяти за несколько десятилетий. Только в 2014 году другой ступенчатый колодец, Рани-Ки-Вав в Гуджарате, попал в список ЮНЕСКО, и мир впервые обратил внимание. Один местный смотритель, пожилой мужчина в белой рубашке, сидит у входа каждый день с раннего утра. Когда приезжают редкие туристы, он показывает рукой вниз и говорит одну и ту же фразу. 13 этажей, вниз, без компьютера. Потом замолкает и ждет, пока до человека дойдет. Про Чанд-Баори учебник не говорит ни слова. Про белый мавзолей 17 века рассказывает в каждом классе. Колодец старше на 9 столетий и сложнее по расчету. Место 4. Колонны Хампи. Юг Индии, штат Карнатака, берег реки Тунгабхадра. Валуны, пальмы, сухая жара. И руины города, который в 15 веке считался вторым по размеру в мире после Пекина. Хампи – столица империи Виджаянагар. Персидский посол Абдур-Раззак побывал здесь в 1443 году и писал, что подобного места не видел нигде на земле. Португалец Домингу Паиш через 80 лет описывал базары, где камни продавали грудами, как зерно. Итальянец Никола де Конти, приехавший еще раньше, сообщал о стенах, за которыми умещались 60 тысяч воинов. В центре города стоит храм Виттала, и в нем зал с 56 каменными колоннами. С виду обычный гранит, вырезанный из цельных блоков. Но если постучать по ним деревянной палочкой, каждый отвечает своей нотой. Одни звучат как струна, другие как колокол, третьи как барабан. Местные называют их колоннами саригама по названиям нот индийской гаммы. Устроены хитро. Вокруг каждой большой колонны вырезаны тонкие столбики поменьше, и каждый настроен на свой тон. Музыканты храма выстукивали на них мелодии во время служб. Рядом стоит каменная колесница, и ее колеса когда-то поворачивались на каменных осях. Весь двор храма Виттала вымощен гранитными плитами, и под каждой, по словам местных гидов, проложен тонкий песчаный слой, гасящий вибрацию. Правда это или легенда, проверить сложно, плиты никто не поднимал. Какой формой столбика задавали высоту звука? Как подбирали сечение, выдающее нужный тон? Колонну нельзя укоротить обратно, а настройка должна быть точной. Современные акустики, изучавшие подобные конструкции, говорят о зависимости тона от толщины, высоты и внутренней структуры камня. Но воспроизвести результат на граните вручную в XVI веке без приборов для измерения частоты они объяснить не берутся. Дальше история, которую пересказывают все путеводители. По преданию, британские инженеры не поверили, что камень может звучать. Решили, что внутри полость или механизм. Распилили 2 колонны. Внутри оказался сплошной гранит. Срез виден до сих пор на одной из опор.
Колонны замолчали. Сегодня стучать запрещено. Камень обнесли ограждением. Каждый удар его крошит, а повторить настройку мы все равно не в состоянии. В 1565 году объединенные армии султанатов разбили войско Виджаянагара в битве при Таликоте и вошли в Хампи. Грабили и жгли почти полгода. Город, который 3 иностранных путешественника независимо друг от друга сравнивали с Римом, превратили в 26 квадратных километров развалин. ЮНЕСКО включила руины в список наследия в 1986 году. Больше 1600 сохранившихся построек. Раскопки до сих пор и каждый сезон приносят находки – монеты, керамику, фрагменты скульптур. Финансирование приходит медленно, а туристов в десятки раз меньше, чем у Тадж-Махала. Один из археологов, работавших здесь в 2000-х, говорил журналистам: «Мы копаем город размером с небольшой европейский, бюджет у нас как на деревенский музей». Поющие колонны пережили и разгром, и пил. Они стоят, молчат чаще, чем звучат. Место 5. Озеро Ланар. Опять Махараштра, район Булдхана. Среди ровного базальтового плато лежит почти идеально круглая чаша с водой. Диаметр почти 2 километра, глубина около 150 метров. Начну с конца. Летом 2020 года вода в озере за одну ночь стала розовой, не мутной и не грязной, ярко насыщенно розовой. Спутники зафиксировали перемену, снимки попали в международные информационные агентства. Ученые объяснили вспышкой солелюбивых микробов рода Дуналиела, которые при жаре и высокой солености выделяют красный пигмент. Объяснение разумное. Местные жители, видевшие озеро всю жизнь, отвечали одинаково. Такого прежде не случалось. Теперь к началу. Озеро выбил из земли метеорит. Удар пришелся в твердый базальт. Кратеров от метеоритов на Земле много, но почти все в осадочных мягких породах. В базальте такого размера кратеров единицы на всю планету. Долго считали, что это вулкан. В 70-х годах прошлого века геологи нашли в породе следы запредельного давления и оплавленное стекло, которое рождается только при ударе из космоса. Возраст оценивают по-разному. В 2010 году группа из университета Османия использовала аргон-аргоновый метод и предложила около 52 тысяч лет. Цифру приняли не все, спор открыт. Озеро знали задолго до науки. Оно упомянуто в древних Пуранах, а в XVI веке описано в хронике эпохи императора Акбара. По берегам стоят около 15 храмов, построенных с XII по XVI век. Храм Деити-Судан, посвященный Вишну, стоит на самом краю обрыва. Часть стен уже ушла в воду. Берег осыпается каждый сезон дождей, и несколько храмов наполовину скрыты оползнем. Местный смотритель показывает на трещину в стене. В прошлом году ее не было. Если финансирование на укрепление берега не придет, они исчезнут. В 1823 году британский офицер Джеймс Александр составил первое научное описание, и с этого началось систематическое изучение. Вода одновременно соленая и щелочная, причем в разных частях озера показатели разные, и долго никто не мог объяснить, как они уживаются рядом. У некоторых участков берега компас ведет себя неправильно. В 2007 году в озере нашли микробы, которые живут там, где почти ничто живое не выживает, и берут азот прямо из воздуха. Базальт вокруг кратера по составу близок к лунному и марсианскому. Специалисты Индийской организации космических исследований приезжали сюда тренироваться читать следы древних ударов, как если бы они работали на поверхности Марса. В 2004 году совместная группа индийских и американских геологов опубликовала исследование, показавшее, что порода вокруг кратера содержит минералы, образующиеся только при давлении свыше 20 гигапаскалей. Такие условия создает либо ядерный взрыв, либо удар из космоса. Для вулкана давление слишком велико. Озеро окружено стеной из тропического леса, которая резко обрывается у кромки кратера. Внизу, у воды, растительность другая, и местные рыбаки, спускающиеся к берегу за рыбой, говорят, что внизу другой воздух. Наука подтверждает, микроклимат в чаше кратера отличается от окружающего плато по влажности и температуре. Кратер, которого почти нет на Земле. 2 воды в одной чаше. Компас, который врет. И цвет, меняющийся за ночь. Наука объясняет каждый факт по отдельности. Все вместе они пока не складываются в одну картину. Место 6. Конарк. Дверь, которую замуровали.
Восток страны, штат Одиша, побережье Бенгальского залива. Песчаная равнина, соленый ветер, шум прибоя. На этой равнине стоит храм, ради которого стоило дождаться финала. Конарк, храм солнца. Построен в середине XIII века, около 1250 года, при царе Нарасимхадеве I из династии восточных гангов. Весь храм задуман как колесница бога Сурьи. У основания вырезаны 24 каменных колеса по числу часов в сутках, и каждая работает как солнечные часы. По тени спицы можно определить время с точностью до минут. 8 спиц на колесе делят сутки на отрезки по 3 часа. Колесницу тянут 7 каменных коней. Главная башня поднималась когда-то на 70 метров. Стены покрыты резьбой ярусами. Внизу воины, слоны, любовные сцены, выше музыканты и боги. Чем ближе к вершине, тем сдержаннее фигура. Храм читается снизу вверх, от земного к небесному. Держали конструкцию кованые железные балки, спрятанные в кладке. Археологи, разбиравшие завалы, нашли металл, почти нетронутый ржавчиной за 7 веков под соленым морским ветром. Тот же феномен стоит в знаменитой железной колонне Дели, которая не ржавеет 1500 лет. Есть версия о высоком содержании фосфора и особой технике горячей ковки, но рецепт воспроизвести пока не удалось. Металлурги из Индийского технологического института в Канпуре изучали состав и пришли к выводу, что дело в тонком слое защитной пленки из фосфата железа, который образуется при определенных условиях плавки. Условия описаны теоретически. Повторить практически не получилось ни у кого. Моряки называли Конарк «черной пагодой». Темная башня у воды была видна издалека, и с ней связана легенда о магнитном камне. По преданию, на вершине башни стоял огромный магнит, который удерживал в воздухе металлическую фигуру без опоры и сбивал стрелки компасов на проходящих кораблях. Капитаны обходили этот берег стороной. По распространенной версии, португальские мореходы в колониальную эпоху поднялись на башню и вынули камень, чтобы их компасы снова работали. Без него конструкция потеряла равновесие. Башня со временем рухнула. Уцелел соседний зал Джагамахана. И вот здесь история замедляется до шепота. К началу 20 века зал грозил обвалом. В 1903 году британская администрация приняла решение. Внутрь засыпали песок, до самого свода. Замуровали все входы. С тех пор внутрь не входил ни один человек. 120 с лишним лет. Огромный зал, набитый песком, стоит запечатанный посреди действующего храмового комплекса. Конарк внесен в список ЮНЕСКО с 1984 года. Археологическая служба Индии укрепляет стены, латает крышу, следит за фундаментом. Джагамахану не трогают. Официально извлечение песка может вызвать обрушение. Неофициально ходят слухи, что внутри остались скульптуры и росписи, которых никто не видел больше века. Каждое утро к стенам Конарка приходят паломники. Они обходят храм кругом, останавливаются перед каменными колесами, прикладывают ладони к нагретому солнцем песчанику. Для них храм живой. Он стоит без башни, без магнита, с замурованным залом внутри, и все равно к нему идут. Один пожилой служитель, сидящий в тени у восточного входа, рассказывает каждому, кто спросит, когда солнце встает, первый луч попадает точно в проем. Так было задумано. Так до сих пор работает. Храм, рассчитанный как астрономический прибор. Железо, которое не ржавеет 7 веков. Легенда о магните, который вынули чужаки, и зал, который свои же колониальные власти замуровали и не открыли никогда. Может быть, внутри ничего нет. Может быть, песок за 100 лет раздавил все, что там стояло. Проверить невозможно. Комната заперта. Ключ не повернули. Гора, превращенная в храм сверху вниз, без чертежа и без права на ошибку, со священником, который каждое утро зажигает лампу в зале, вырезанном 13 веков назад. Пещерой с зеркальным гранитом и эхом, от которого теряли рассудок герои английского романа. Колодец на 13 ярусов, выкопанный вниз, собранный без сбоя, забытый на века и охраняемый одним стариком в белой рубашке. Каменные колонны, которые пели нотами, пока их не распилили из любопытства. Кратер в базальте, где вода за ночь стала розовой, а компас показывает не туда. И храм солнца, в котором замуровали зал, и больше 120 лет не открывали дверь. Посмотрите, как повторяется одно и то же. В Хампе распилили колонны и ушли.
Ступенчатые колодцы по всей стране засыпали как рассадник болезней. Зал в Канарке набили песком и заперли. Магнит с башни, если он был, увезли чужие моряки. Убрать, закрыть, не показывать. Реставрация Тадж-Махала обходится в миллионы долларов каждый год, и каждый этап попадает в мировые новости. Эллора, Хампи, Канарк получают в десятки раз меньше. Чанд-Баори до последних лет не входил ни в один федеральный план реставрации. Озеро Ланар получило статус национального геологического памятника только в 2020-м, когда мировые средства массовой информации заметили розовую воду. Без снимка из космоса оно бы так и осталось точкой на районной карте. Историю редко стирают грубо. Чаще выбирают одно лицо и убирают остальные в тень. Про белый мавзолей 17 века знает каждый школьник на планете. Про храм, вырезанный из горы на 1000 лет раньше, молчат даже путеводители. Индия в учебнике помещается на одну страницу. За этой страницей стоят горы, ставшие храмами, запертые комнаты и люди, которые до сих пор зажигают лампы в залах, вырубленных из камня 13 столетий назад. Барабарским пещерам 2300 лет. Технологию полировки, с которой они сделаны, не смогли повторить ни разу. Чанд-Баори стоял заброшенным веками, пока случайный турист не выложил фото в сеть. Озеро Ланар заметили только когда оно стало розовым и попало на спутниковый снимок. Каждый из этих объектов задокументирован, описан, внесен в реестры. Они не спрятаны, они на виду. Просто про них неудобно рассказывать в рамках, которые кто-то когда-то выбрал за нас. Какое из 6 мест зацепило вас сильнее всего? Напишите в комментариях, мне правда интересно. Если это видео заставило вас усомниться хотя бы в одной строчке учебника, поставьте лайк, так я пойму, что разговор стоил того. Подписывайтесь, впереди еще много мест, о которых вам не рассказывали.